Рекомендую канал скиллового игрока Авенджера, ведь он проходит довольно трудные экстримы на 60 Гц мониторе. Прошел экстрим Demon The Hell World. Также сейчас пытается пройти The Hell Inferno и возможно будет первым в мире, кто пройдет его на 60 Гц. Подпишись на него, ведь он этого заслуживает. Всем привет, с вами Дольфи, и настало время покончить с этими двумя легендарными экстрим-демонами, Ятагарасу и Sonic Wave. Сначала я буду проходить Ятагарасу, поехали. Ятагарасу Sonic Wave это, пожалуй, сложнейшие 2.0 экстремальные демоны, сделанные в версии 2.0. Ятагарасу выполнен в адской стилистике, и на тот момент этот уровень был реально тяжелый, чего уж говорить о нашем времени, когда эти демоны не такие уж тяжелые. Ну, поехали проходить. Помню, я проходил эти два демона еще в 2018 году. Точнее, просто тренил. Ятагарасу я проходил его с дропа до 100, так же, как и в Sonic Wave. Не помню, какие проценты были в Ятагарасу, но в Sonic Wave это 28-100. Помню, я еще тогда в Ятагарасу брал Low Detail мод, а сейчас мне он, конечно же, не понадобится. Так, Wave Джейзера. Одна из самых противных частей в этом уровне. Ай, 9%. Еще хотелось бы отметить, что я хотел записать эту серию еще в 2019 году, в декабре. Я слил на партии Мичигана, но потом узнал, что, оказывается, микрофон не был подключен к компьютеру и забил на это дело. После чего продолжил проходить Тартарус. Ну, вы знаете, что потом было. Опа! Я только хотел сказать, что я прошел уже наконец-то этот вейв, но слить в конце это очень тупо. Поехали. «17». Очень простой кораблик, на самом деле, не понимаю, как вообще на нем возможно слить. Но я умудрился это сделать. Так, тихо. Тайминг не словил. Но 21%, уже почти дроп. До 21% самая сложная часть уровня, а дальше уже идет очень простые части. Фух, дошел до дропа, наконец-то. Больше 100 попыток уже потратил. Фух, поехали. 22. Слить в самом начале, капец. Дубль 2. $29. Ну, уже хоть немного продвинулся, уже хорошо. Надеюсь, так дела будут и дальше идти. Поехали дальше. Я вот тут вспомнил, что Ятагарасу и Sonic Wave вышли уже 3 года назад, более 3 лет назад. Так же, как и обновление 2.1. Обновление 2.2 уже нету более 3 лет. Я в шоке. Фух. Так, противный шар. Прошел. Поехали. $48. Снова. $59. Такой тупой слив.
71. Девяносто 93. Что? Что? Я думал, я сейчас пройду концовку, но... Я прошел Ятагарасу. Наконец-то. Капец. Ох, Sonic Wave, Sonic Wave.
Это будет мой первый экстремальный демон в стиле Nine Circles. К слову, я на нем потратил попыток намного больше, чем на Ятагарасу. Давным-давно. К тому же в феврале 2019 года я стримил этот демон и поставил на нем 90%. У меня даже запись осталась, сейчас вы ее увидите, как я поставил эти 90%. Ласпарт! Нифига себе! Скриньте это, скриньте! 90. Ну что ж, погнали проходить. Если кто не знает, а я думаю все это знают, давным-давно на верификацию Sonic Wave была гонка у таких игроков как Riot, Sanix и другие. Помню, как Riot поставил 96%, а Sanix его... Все-таки Sanix его доверифицировал. С этого и началась карьера Саникса как очень скиллового игрока, у которого не было равных. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Этот уровень сделан в 1.9 версии, и он очень типичен для уровней с таким стилем, в котором Зобра сделал Nine Circles. Ну, то есть практически ничем, кроме сложности, он и не выделяется. Также по очереди идут куб, корабль, шар. Разве что дуал шар немного оригинален. Дальше идут 3 дропа вейва, между которыми идут кубы, что-то вроде брейкпартов, которые надо запомнить. На первом брейке куб с кучей орбов, а на втором надо запоминать, куда прыгать. Но вы сами потом поймете, что к чему. Я думаю, у меня сейчас получится его пройти быстрее, чем Ятагарасу. Быстрее, чем я потратил времени на Ятагарасу, ну вы поняли. Что еще забавно, Sonic Wave вышел до Ятагарасу, то есть... Саникс его верифнул в декабре 2016 года, а Ятагарасу уже в начале 2017 вышел. Прямо перед выходом версии 2.1. Это я очень хорошо помню. Вышел Ятагарасу в январе, а спустя неделю уже 2.1. Вот так вот получилось. Все думали, что сразу после Bloodlust выйдет 2.2, но мечтать не вредно. Ох, помню я реакцию Мифью, вроде так правильно его ник считается, на Sonic Wave, когда он слился на 98%. Его реакция просто бесценна. Это было так давно. Так, уже пора тащить. Поехали. Да. Если не ошибаюсь, кнопка, которая стоит в самом начале, выключает заставку перед дропом. И сейчас я дошел до шара. Помню, когда-то он был жутко невыносимым. А сейчас, думаю, он проблем мне не составит. И будет консистент проходиться. Ай, 24 тайминг. Так, дуал. Ну, на нем я не закачачил. Так и знал, что солюсь в самом начале. В принципе, другого мог и не ожидать. А сейчас я должен зайти в копию и показать вам некоторые моменты. Спам уже проходится не так сложно, как когда-то давно. Показать я хотел не это, а то, что момент перед вторым дропом можно проходить вот так. Я, пожалуй, так буду проходить и с нуля. Также, если кто-то не знал, то ласпам можно пройти и большим вейвом. Для этого нужно пролететь в этот проход. Вот так. Но это слишком рискованно, и я так делать не буду. А сейчас я на кнопку не нажимал. Видимо, сейчас у этой кнопки обратный эффект. То есть, когда я на нее нажимаю, она добавляет текст, а не убирает его, как это было раньше. Шесть. Изи дуал. Спам. Я так и знал, что я тут солью. Капец, это тяжелый момент. Брейк. Надеюсь, это победная попытка.
93 нет! Капец. Такой флюк мог быть 49. Мне интересно, кто-нибудь так вообще сливал, кроме меня? Что самое забавное, на 93 я сливал на Яте. На Ятагарасу. Интересно, флюкнул ли я отсюда хотя бы? До 100. Наконец-то я прошел Sonic Wave. Наконец-то. Капец, это было жестче, чем я думал.